Что такое бизнес-портфолио, для чего вообще создавать, как оно связано с рекламой через Ads Manager. Об этом всем я хочу рассказать вам в этом видео. Понимаю, что для кого-то все это звучит очень сложно, страшно, бизнес-портфолио, что это такое, но поэтому я рекомендую всегда проходить обучение по настройке таргетированной рекламы с обратной связью, когда вы можете не просто просмотреть видеоуроки, но и задать какой-то вопрос и получить обратную связь. Именно поэтому у меня курс «Рост и продажи через таргет» с полноценной обратной связью, где есть не только видеоуроки, задания, но и есть возможность задать вопрос мне лично и получить ответ. А если у вас есть просто какие-то конкретные вопросы, то вы можете записаться ко мне на консультацию, я ссылочки оставлю под этим видео. Меня зовут Галина Горбань, я с 2017 года настраиваю таргетированную рекламу, занимаюсь не только настройкой рекламы, но и продвижением блогов и маркетингом. Поэтому у меня большой опыт, которым я делюсь на своих обучениях и на этом канале YouTube. Ну что, давайте разбираться. Как Facebook сам говорит, что такое бизнес-портфолио. С помощью бизнес-портфолио организации могут объединять страницы Facebook, аккаунты Instagram, рекламные аккаунты, каталоги товаров, другие объекты и централизованно ими управлять, используя инструменты для бизнеса. Звучит очень запутанно, поэтому я объясняю просто. Бизнес-портфолио – это конструктор. То есть вам нужно его создать, чтобы туда подсоединить рекламный аккаунт, страницу Facebook, страницу Instagram, добавить людей. То есть это конструктор, я думаю, так вам будет проще и понятнее запомнить, что это такое. Но самое главное – это найти ваше бизнес-портфолио, потому что иногда все называется одинаково, и вы в итоге путаетесь, что у вас ваша страница Facebook, что у вас рекламный аккаунт, что у вас бизнес-портфолио. Поэтому я всегда рекомендую делать какие-то пометки, чтобы вы, когда делаете это все редко или первый раз, чтобы вы ориентировались в своем рекламном кабинете. Создать можно не более 2 бизнес-портфолио. Это последнее такое ограничение от Facebook, то есть для новых аккаунтов Facebook точно будет только 2 и не более. В каждом бизнес-портфолио в последнее время можно создать только 1 рекламный аккаунт, хотя до этого была возможность создавать 5 или даже 7 или 3 рекламных аккаунта в одном бизнес-портфолио. Бывают такие случаи, когда у вас несколько бизнес-портфолио уже созданных, и вы не поймете, что это, и может быть их надо удалять. Ничего не удаляйте, они все вам пригодятся, потому что есть ограничения, как видите, всего лишь 2, а если какая-то блокировка, то, соответственно, возникает потом трудность, что же делать дальше, если у вас заблокировано бизнес-портфолио. Поэтому, когда есть запасные, то это всегда хорошо. Плюс, если кто-то с вами поделился доступом к бизнес-портфолио, то оно вам тоже высвечивается, и, соответственно, вы тоже имеете право в него что-то добавлять, страницы, создавать рекламный аккаунт, если вдруг вам передали бизнес-портфолио с полным доступом. А теперь давайте перейдем к самому важному, как же создавать это бизнес-портфолио, чтобы потом в нем создать рекламный аккаунт и настраивать рекламу в Instagram или Facebook. Вы заходите на свой аккаунт Facebook, вот здесь, где точечки, в меню вы нажимаете, и вам нужно найти Meta Business Suite. Вы заходите в этот раздел. Слева вверху у вас есть выпадающий список, вы нажимаете на стрелочку, и вот здесь вы видите возможность нажать на кнопку «Создать бизнес-портфолио». После этого появляется вот такая форма. Что здесь? Здесь вы указываете название своего бизнес-портфолио, это название не видит никто, кроме вас и другого админа, если вы кого-то сделаете еще администратором бизнес-портфолио. Здесь вы пишете свое имя и фамилию, то есть просто указываете данные и пишите рабочий электронный адрес для того, чтобы подтвердить его. Вам на почту придет письмо для подтверждения, то есть такая дополнительная проверка, чтобы Facebook, если что, с вами мог связываться по имейлу. То есть, когда вы заполнили все эти данные, то вы просто создаете бизнес-портфолио, и оно у вас появится в выпадающем списке. Вот здесь появится бизнес-портфолио, которое вы только что сами создали, либо те, к которым у вас есть доступ. То есть создать бизнес-портфолио можно вот так вот вручную, но Facebook сделал классную фишку, когда бизнес-портфолио создается автоматически, то есть вам не нужно его создавать, а создается это, когда вы связываете свою бизнес-страничку с Инстаграмом. То есть вот я зашла на свою бизнес-страничку, нажимаю «Профессиональная панель», и здесь я нажимаю «Связанные аккаунты». Здесь я подключаю аккаунт Instagram, то есть и когда я подключаю аккаунт Instagram, автоматически создается бизнес-портфолио. После этого мне просто нужно будет зайти, например, в Meta Business Suite, либо в Ads Manager, куда вам удобнее, и проверить, появилось оно или нет. То есть слева в выпадающем списке я нажимаю,
и проверяю, есть ли у меня нужное мое бизнес-портфолио. Это такая классная фишка, поэтому если вы уже связывали какие-то страницы в Facebook с Instagram, скорее всего, что у вас уже есть бизнес-портфолио, поэтому лучше вначале проверьте, а потом создавайте еще какое-то, чтобы вы просто кучу всего лишнего себе не создавали. Но всегда хорошо, когда есть запасное бизнес-портфолио, и вы можете, если что, в случае какой-то блокировки, перейти в запасное бизнес-портфолио, если вдруг наложил Facebook ограничения на ваше основное бизнес-портфолио. То есть, если подытожить, есть два варианта создания бизнес-портфолио. Первый – это когда вы заходите в Meta Business Suite и просто нажимаете «Создать бизнес-портфолио» и его создаете вручную. Второй вариант – это в момент привязки бизнес-страницы Facebook с Instagram создается бизнес-портфолио автоматически. Вам просто нужно зайти в Ads Manager или в Meta Business Suite и найти это бизнес-портфолио, зайти потом в настройки компании, создать рекламный аккаунт, добавить людей, если вдруг у вас есть сотрудник, либо вы хотите, чтобы кто-то настраивал рекламу, вы хотите открыть доступ, и все. То есть бизнес-портфолио у вас будет готово. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях, я всегда отвечаю. Также, если вы хотите узнать больше о моем курсе «Рост и продажи через таргет», оставляйте заявку на сайте. Это очень полезный курс, особенно для тех, у кого есть какой-то свой бизнес, кто хочет расти и продавать в Инстаграме. Курс я разрабатывала специально для предпринимателей, но он также подойдет SMM-специалистам, видеомейкерам или таргетологам, которые только начали свой путь таргетолога в качестве повышения квалификации.